этом году музею исполнилось 10 лет. Музей мыслился как масштабный международный проект, как проект «Драйвер территория», как такой большой-большой амбициозный формат музея, который ведет свой диалог с ведущими музеями мира. Но когда Пермская культурная революция закончилась, и закончилась она одновременно вместе с тем, как потерял свою должность губернатор Пермского края, он был основным заказчиком всех вот этих революционных преобразований, мы вошли как бы в темный период. Было ощущение, что музей вообще умирает, потому что он потерял как бы своего создателя Марата Гельмана, он был уволен, он уехал из страны, и полная неопределенность как в профессиональных горизонтах, так и в отношении территории. Через полгода музей переехал вот в это здание на бульваре Гагарина, 24, это бывший торговый центр. А можно сказать так, что вот второй период как бы жизни музея, вот этот вот вторая пятилетка, это пятилетка заземления. Мы находимся с вами в социально-культурном наследии Пермского края, достопримечательном месте соцгородок «Рабочий поселок» в Мотовилихе. Построен он был с 1926 года по 1929 год. Строить его начали, потому что завод нуждался в новых кадрах. Родоначальник Мотовилихинский пушечный завод. Было задумано построить совершенно новый по тем временам планировочный организм. Это целый огромный рабочий поселок, городок социалистический. В этом году рабочий поселок отмечает свое 90-летие. А мы хотим создать живой интерактивный музей, в котором живут люди каждый день. Но при этом он сохраняет историческую связь эпох. Потому что, собственно, с рабочего поселка, вот с этого, началась урбанистическая Пермь. Вся высокая, огромная, многоэтажная Пермь возникла потом. Сначала мы организовали музей, связанный исключительно с искусством, и уже потом на определенной стадии развития этой институции стало понятно, что показывать только коллекцию, показывать только изобразительное искусство нам показалось маловато. И в итоге родилась вот эта институция «Центр городской культуры». Мы пытаемся развивать такой заявительный принцип, чтобы не мы занимались культурным программированием для жителей города, а чтобы сами жители проводили на этой площадке свои мероприятия. Это как такая резиденция получается для альтернативных независимых городских культурных проектов. Мы очень сильно свернулись с точки зрения федеральной и международной коммуникации. Мы стали, может быть, менее слышны на карте страны и мира, потому что мы, в общем, немножко вышли из зоны скандалов. Вот этот кризис, который мы пережили, он научил нас чему? Он научил нас тому, что власть на территории может смениться в любой момент, и власть меняется гораздо чаще, чем люди. И если за тебя не будут голосовать люди, если мы не сформируем вот этот так называемый социальный заказ, то ничто не может спасти музей. Например, несколько лет назад мы делали выставку «Запахи, звуки, заводы». Первая в истории коммуникация музея с городскими заводами. 8 предприятий Пермского края объединились вокруг этой выставки. И для нас это был такой шаг в иные территории, на которые мы никогда не заходили. С 2007 года началось возрождение этого поселка. Как началось? Мы своими силами заменили все домовые сети. Отопление, водоснабжение, электрику, канализацию. Но потом перед нами встал вопрос крыши. 4-скатные крыши, не меньше 3 миллионов. Где возьмем? Мы пошли путем судебных исков. Мы стали судиться за капитальные ремонты.
Как происходит там цензурирование, например, в ситуации, когда культурная институция финансируется за счет средств бюджета? А это, в общем, достаточно примитивно как бы ограничивается финансирование на те или иные проекты, которые нежелательны. Но в силу того, что мы не связаны, практически не связаны ни с какими никакими обязательствами с государством, с муниципалитетом, у нас такой проблемы не возникает. Это такой вот, как бы баланс, мы ищем какой-то баланс, который бы нам, не позволил совсем бы нам быть маргинальными. Потому что очень многим нашим оппонентам и критикам хотелось бы, чтобы мы стали такой маргинальной площадкой. Нас все спрашивают, а почему вы это делаете? Знаете, в первую очередь мы делали это для себя. По той простой причине, что мы жили в этом. И сейчас в этом живем. Когда государство сказало, ваш дом, ваши проблемы, было только два пути. Либо тихо умирать, либо активно сопротивляться. Мы пошли вторым путем. И нам кажется, что этот второй путь удачен. Меня часто спрашивают, как у вас это получается? У нас это получается, потому что мы упорны, терпеливы, любим свою родину, любим свои дома. И, собственно, мы готовы этим всем поделиться со всей Пермью, и Пермским краем, и страной. Публика – это главный ресурс, который есть у музея. Не бюджет, не спонсорские деньги, не грантовые средства. Это живые люди, которые живут на территории. И главное, что должен научиться музей делать, он должен научиться их слушать. И стараться быть вот такой площадкой, которая, по большому счету, не столько музей, сколько идеальное общественное пространство, в котором человек получает новые знания, в котором он может образовываться, в котором он чувствует защиту и понимает, что музей это как бы стоит где-то рядом, а не над тобой. Все, что должен делать вообще любой региональный проект современного искусства, и он должен спуститься со своих снобистских каких-то высот и обратиться непосредственно к самым обычным людям, которые вокруг него находятся. Потому что они держат проект. То есть ни в коем случае не должно быть никакой идиосинкразии, никакого высокомерия, никакого вот этого представления о том, что вот у нас есть где-то идеальные контексты современного искусства, там в Лондоне, в Париже, где-то там, даже в Москве, а здесь публика не доросла. В этом году 4-й раз пройдет феминистский фестиваль. Я хочу сказать о том, что для нас очень важно, что центр стал такой площадкой, где очень многие невидимые городу сообщества могут проявиться. Единственное место в городе, где видимым становится ЛГБТ-сообщество. Мне кажется, это хороший знак того, что люди чувствуют себя здесь комфортно и безопасно. На феминистском фестивале встречаются люди, которые никогда ничего не слышали о нарушениях прав сексуальных меньшинств, и они достаточно быстро и быстро принимают позицию других людей и очень быстро включаются в обсуждение без этой лишней агрессии. Это удивительные моменты, и это всегда прям до слез, когда люди здесь договариваются о чем-то. Люди, выросшие в нашей стране, они, естественно, не готовы к современному искусству, потому что у них просто нет такого опыта. И поэтому музей должен, конечно, это учитывать и должен вести свою аудиторию постепенно. Но есть еще такие бренды, которые просто известны всем, но они не являются скорее фактором мотивации, но тем не менее. Да, это реальные пацаны, про которые все знают, но не факт, что на это едут. Да, то есть мы знаем, что есть такой бренд, есть такой замечательный сериал. И реальный пермский пацан – это тот образ мечты для музея Пермь, потому что мы находимся сейчас на районе и там мы бы хотели, чтобы этот реальный пацан начал ходить в наш такой городской музей.